30. Еще вчера мы с Ладой могли себе позволить сидеть в кафе, пить кофе, а сегодня мы просто считаем деньги, копейки. И знаете почему? Нам пришло письмо из джоб-центра. Нам отменили пособие. Джоб-центр больше нам не платит. Посмотрите, они оставили всего лишь 560 евро на месяц. На двоих. За жилье нам придется платить самим. Как вы уже догадались, друзья, мы с Ладой вернулись из Италии в Германию. И сейчас мы приехали на чудесное немецкое озеро Бодензee. И находимся в городке, который называется Langenargen. Вот, мне очень сложно произнести новое название, но находится оно в таком чудесном месте. Посмотрите, это Бодензee, это немецкое море, так скажем, Швабское море. И главное отличие от Фридрихсхафена, что здесь прям Альпы видны на горизонте. Смотрите, снежные вершины. Просто завораживающий пейзаж. Отсюда до Фридрихсхафена на поезде 10 минут езды всего лишь. Это 8 километров. Здесь недалеко. Но там такого вида нету. А здесь просто чудесно. Посмотрите. Я не ожидала, что здесь так. Мы смотрели по карте, там какой-то городок. Ну, городок обыкновенный, да, там 8 тысяч человек всего, ничего там особенного здесь нету, сильно интересного. Ну, что здесь такое вот романтичное место, такой пляжик, не такой пафосный, как в Фридрихсхафене, да, попроще, можно сказать, даже дикий. Помнишь, мы были в Линдау? Линдау, да. Это еще чуть дальше, был по побережью. Там тоже Альпы рядом, но мы попали, когда был туман над озером и вообще не было ничего видно. А вот сегодня у нас такая картина, друзья, и сегодня мы вам хотим рассказать про изменения в нашей жизни, которые произошли, пока мы ездили в Италию. Это то, что джоб-центр нам уже отменил пособие по безработице, или пособие беженцев, можно по-другому сказать. Отменил, потому что мы уже сами достаточно много зарабатываем и можем сами платить свои счета. Но мы даже удивлены с Ладой тем, что нам еще оставили какую-то сумму, будут выплачивать по 280 евро в месяц на каждого, то есть 560 евро на двоих на еду. И еще они будут оплачивать нашу медицинскую страховку, но сумму медицинской страховки мы не знаем. Это какая-то у них тайна за 7 замками. Мы никогда не знаем, сколько Германия платит за нас медицинскую страховку. И в этой связи мы с Ладой решили как-то разузнать через GPT-чат, через каких-то людей, спрашивали, когда мы уже будем полностью самостоятельны финансово, то сколько нам надо будет платить самим эту страховку. Потому что все время какие-то разноречивые сведения идут. Вроде бы как мы должны были платить где-то от 250 евро за человека, вот что-то в этом пределе. Но оказывается, что здесь прогрессивная система работает. И если мы зарабатываем больше, чем 1131 евро в месяц брутто грязными, то мы должны платить уже больше, чем 250 евро в месяц за страховку. Я GPT-чату задал задание, говорю, посчитай мне, если я буду зарабатывать в Германии грязными 2500 евро в месяц, сколько у меня останется чистыми после вычетов, после всех вычетов, с учетом того, что я не один живу, что мы с Ладой вдвоем как бы финансовая пара, и ей тоже нужно платить страховку медицинскую ежемесячно и все остальные вычеты. Так вот, что он нам выдал. Оказывается, смотрите, у меня здесь все записано, такая табличка. Если доход у меня будет в месяц 2500 евро, то подоходный налог минус 300 евро, торговый налог минус 64 евро.
Кстати, это не такие страшные цифры. Оказалось, что сами налоги не такие-то и Не большие. страшны, не настолько страшны. Да. Самый страшный налог – это медицинский налог. Смотрите, на двоих нам с Ладой надо будет платить за медицинскую страховку 816 евро в месяц. И никак меньше. Это что-то невероятное. Это самое маленькое, что мы должны платить. Я ему говорю, раньше ты мне рассказывал, что я могу платить 250 евро с человека, то есть 500 евро в месяц. А он мне говорит, это в том случае, если ты будешь зарабатывать только 1131 евро в месяц с брутто, грязными. Поэтому мы не зря вам показали, что теперь мы будем считать копейки, складывать их в кучку и не тратить больше на рестораны, кофе, потому что начинается вот такая вот настоящая немецкая жизнь, о которой нас предупреждали. Я думаю, многие люди, которые нас смотрят, должны теперь порадоваться этому, что мы наконец ощутили все прелести немецкой финансовой системы. Ну да, в принципе, смотрите, вот расскажи, сколько нам платили и сколько нам сняли. Письма из джоб-центра, которые мы получали, например, это было полгода назад получено, здесь написано, что мы получаем пособие 1652 евро. Вот, это было полгода назад. Вот, теперь мы сегодня получили письмо, в котором наше пособие уже уменьшилось до 563 евро в месяц. То есть 2/3 с нас сняли денег, 2/3 получается. Да. Но если учитывать медицинскую страховку, то это очень хорошо. Они платят медицинскую страховку. Да, Для это нас главное. Это сейчас как бы уровень выживаемости. Почему мы рассматривали другие страны для жизни, и до сих пор мы задумываемся над тем, если что, куда переехать? Именно из-за того, что в других странах нету такой большой обязательной медицинской страховки. Получается, здесь не столько налоги убивают людей и предпринимательство, сколько медицина. Можно даже сказать так, медицина – убийца предпринимательства в Германии. Вывод какой? Предприниматели в Германии не поощряются. Да. Для тех, кто работает на наемном труде, для тех немножко другие условия. Во-первых, работодатель платит половину медицинской страховки этого человека. Потом, в ситуации, если, например, я работал бы наемно, а Лада не работала бы, то на Ладу распространялась бы семейная страховка, так называемая. То есть работодатель бы платил половину моей минимальной страховки, там, или не минимальной, в зависимости от моего налогового класса. Но за Ладу не надо было бы вообще платить страховку. Но если я предприниматель, то нет, никакой семейной страховки не положено. Наказание за предпринимательство, за мелкое. Если ты предприниматель и мало зарабатываешься, так вот тебе платить страховку, которую ты не сможешь оплачивать. В этой связи мы с Ладой вспоминаем о том, что совсем недавно из Германии уехала семья блогеров, которые жили в Штутгарте. Возможно, вы их тоже смотрели. Канал называется Вадим Кей. И они несколько лет прожили в Германии. Было все хорошо, но вот в январе, буквально 25-го года, мы узнаем, что они переехали в Португалию. И они не говорят, что из-за финансовой системы, там, из-за денег. Говорят, что просто как бы не прижились в Германии, как бы им не подошла атмосфера. Но я предполагаю, что все-таки имело место медицинская страховка. Да, медицинская страховка и ее... Вообще перспектива жизни, да, будущее? Да, и ее прогрессивное увеличение вместе с заработками. Потому что система построена так, что чем больше ты зарабатываешь, тем выше твоя медицинская страховка. Ты замечаешь, какая разница между итальянскими домами и немецкими? Ну, полностью противоположность. Ну, да. Можно сказать. То есть все четенько, гладенько,
Нету Никакой обшарпанных. пошарпанности, все. Не, немножко есть, видишь. Да, немножко есть, но это немножко, это не так, как в Италии, это просто, скорее всего, исключение, даже можно сказать, из правил. Да. В основном все очень качественный ремонт, все чистенько, четенько, красивенько. И, кстати, мы в Италии с тобой не видели фахверковых домов. Там Но их в вообще Италии свой шарм, Да. понимаешь? В этой пошарпанности свой шарм и своя романтика. Там как бы художественная такая Пошарпанность. пошарпанность, да, можно сказать. Здесь все четко, но здесь вот именно этого шарма нету. Здесь очень все чисто, хорошо, правильно. Вот Даже так вот можно сказать, в какой-то мере кажется вроде как вылизано. Да, Да, смотрите, да, какая да. Но в чистая. этом тоже, то есть нельзя говорить там лучше, там хуже. Это будет неправильно. Надо говорить так в каждой стране, вот в каждом. Вот в Германии свое, а в Италии совершенно другое свое. И нельзя сказать, где лучше. То есть здесь хорошо по-своему, там хорошо по-своему. Вы только посмотрите на эту красоту. Это основная достопримечательность в этом городке. Это замок, построенный в мавританском стиле. И построен он в 1866 году, прямо на берегу Боденского озера. А мы еще вам, друзья, хотели рассказать про музыку на нашем YouTube-канале. Вообще музыка на YouTube – это отдельная тема для разговора. Мы должны вам объяснить, где мы берем музыку, почему звучит в наших роликах именно такая музыка, а не другая, и почему мы не используем обычную популярную музыку, которой полно в мире. Ты не против? Да, действительно, в мире очень много всякой разнообразной музыки, есть хиты, есть такие вещи, которые всем людям нравятся, и использовать эту музыку было бы в самый раз. Вы бы с удовольствием смотрели наши ролики с популярными исполнителями, с знакомыми песнями, но существует в мире авторское право, и нарушать его нельзя. За нарушение авторских прав отключается монетизация на канале, то есть в коммерческих целях использовать чужие песни, например, хиты, которые вы любите, вообще запрещено. За это могут вообще забанить канал, закрыть YouTube канал, и все, YouTube не будет. Что мы делаем для того, чтобы хоть какая-то музыка звучала у нас? Мы покупаем эту музыку на сайте Epidemic Sound. Так мы делали до сих пор, уже несколько лет. Сколько платим? 17 евро в месяц за использование музыки с этого сайта. Но вы понимаете, там, конечно же, никому неизвестная музыка, хорошая бывает, качественная, бывает всякая, очень разная. И до сих пор мы этим обходились, но прогресс не стоит на месте, поэтому мы обнаружили сайт, который называется Suno AI. AI, наверное, правильно будет сказать по-английски. И этот сайт — это такая платформа, которая может создавать музыку и песни по нашим запросам. То есть мы можем составлять запрос и писать текст, в общем, делать, просить, чтобы для нас была Стиль создана... находить, да? Вот Да, именно. стиль, нюансы все, Да. чтобы была именно та музыка, которая нам нужна для видео. Мы так и сделали. Мы в последнем видео про Италию, мы написали текст для песни, даже для 2 песен, для 3 песен, я извиняюсь. Одну очень веселую песенку, которая про дом у моря, вторую про Портофино и еще про настоящий момент. Эти все песни написаны на наши слады тексты, мы их придумали сами и как бы при помощи платформы Suno создали эти песни, которые вам понравились. Поэтому мы их, собственно, даже теперь отдельно выкладываем по вашим просьбам, по просьбам наших зрителей, для того, чтобы можно было полную версию прослушать, потому что в ролике мы используем всего лишь часть песни. Не превращать же ролик в какой-то клип, не только же музыка Да. должна звучать. Теперь еще появилась такая возможность самим писать, не только скачивать платную музыку и ставить в ролики, а самим писать что-то. Да. Ну вот, если вам заходит, мы это делаем. Кстати, платформа тоже не бесплатная. Мы тоже Да, мы заплатили там платим, деньги за это. но здесь уже немножко меньше, здесь 8 евро в месяц. Ладно, чуть не упал.
Друзья, видите, как мы рискуем, когда мы записываем ролики. Влада шла назад, пятилась и чуть не грохнулась. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему звучит не наш голос. И звучит иногда мужской голос, иногда женский, все голоса разные. Эти голоса генерируются платформой, и они, кстати, звучат очень неплохо, очень по-живому, правдоподобно. И они просто как бы озвучивают наши тексты. Это получается наша поэзия в исполнении современных технологий. То есть мы продолжаем ролик только в песенной форме. Вот так вот. Мы просто не рассказываем это как повествование, а рассказываем при помощи песен. Вот и все. Если ты не умеешь петь, не печалься, друг, не грусти. Есть волшебная нейросеть, она может тебя спасти. Если песня тебе нужна, а у тебя нет авторских прав, будет хит на все времена. Кнопку жми, будет вау. Современное колдовство, цифровое чудо. Не было хита, теперь будет. Сегодня мы идем к маме 8 марта праздновать. Поздравлять. У нас тут курица гриль, цветы, сейчас покажем. Погода уже по-настоящему весенняя, тепло. Хотя сегодня 8 марта. Ну, кстати, на 8 марта как в Украине обычно? Снег еще лежит? По-разному. Ольга Лукинична, вы тут? Нет. В душевой, понятно. Мама в душевой, я О, перепугалась. это важно. Это важно. Заходим. Заходим по одному. Да. Для вас. Мамусь, Снимай. мы пришли поздравить тебя с 8 марта. 8 марта. Ми вас дуже-дуже любимо, щоб ви були здорові, веселая, радостная. Вот, и Даня. Це ручечка. Спасибо. Вітаємо вас. Так, сейчас І мы... Ладу вітаємо, і Ладу вітаємо. О, да ты что, неожиданно. Спасибо. Муа. Так. Мама, давай цветы сюда, я их поставлю в... А вот уже Виталик, смотри, подарок уже один стоит. А, посмотрите, какой у нас стол Красота сегодня какая, да? получился импровизированный. Это конфеты, да? Да. Мгм. У нас тут бутылочка вина Курица символическая, гриль. чисто. Подожди. Виноград, курица гриль. Не стойте. Что ж ты? У тебя тоже подарки, что ли? Ух ты, Вау, ничего себе. ничего себе, Что это у тебя там А такое? оно даже не вылазит, таке товсте. Ну вот товстеки. Шампанское, Надо одна моя. помогать. Давайте, буду помогать. Ого, воно не лізе, таке товсте. Ничего себе. У Откуда нас ты взял? пьянка. Чинзано, да, или что? Чинзано. Вот это да. А футляр, смотри, какой футляр, зацени. Ну, Вау. супер. Модный, да? Бутылки в футляре, я первый раз вижу такое. Мам, где ты взяла это все? Чтоб не побилось. Смотри. Надо транспортировать. принес. Валентин молодец у тебя, носит тебе подарки всякие. А мы курочку-гриль купили твою любимую, видишь? Спасибо. О, какой букет, весенний, да? Ничего себе букет. Это как раз в баночке хорошо. Смотри. Шикарно. Меня сегодня поздравляли много. Да? Отдай ножа. Одна я. Все празднуют, Виталик. Ты неправильно говоришь. Это Ну, наши только, наши празднуют. В Украине, это в Нимкени Германии. не празднуем. Мгм. Да? А что это они так? Нимкени? Ну, Хлопцеткин не чтут. Не чтут, да. Не чтут. Традиции такой Розу нет. Люксембург не чтут. Логично. О, хорошо пошло. Это Ольга Лукинична, самый красивый тут. Спасибо. Бокал. О, надо наклонять, а то вам мало буде. Так мені багато Вам нельзя. мало і треба, да? Ні, Всім ні, мало ні, тоді. ні. З 8 марта. С 8 марта. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing.
I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh. Сейчас мы приехали в городок, в немецкий городок, который называется Донсдорф. И посмотрите, что здесь есть. Здесь есть настоящий замок, может даже дворец. Сегодня мы начинаем свое видео из резиденции местных аристократов Баден-Вюртемберг, которые жили в этом замке в Донсдорфе. Посмотрите, он построен в стиле Ренессанс, и сейчас он используется как место для проведения различных мероприятий. Здесь проходят фестивали всякие, интересные всякие вещи, но сегодня здесь ничего нету. Мы приехали сюда для того, чтобы прогуляться по парку. Замок этот был построен в 1564 году. Сейчас это как бы вот такое культурное заведение, можно сказать. Ну не скажешь, что он старый, новенький такой. И здесь есть прекрасный парк для прогулок. Мы в нем еще не были, но, по крайней мере, такие отзывы давали посетители этого парка. И вот мы в него зашли. Смотрите, какой интересный здесь фонтанчик. Такой уютный. Сегодня мы маме взяли с собой роллятор. Говорю через «я», роллятор, не роллатор, потому что в немецком языке буква «Л» всегда мягкая. Мам, как ты себя чувствуешь в царственной обстановке здесь, в аристократической? На месте. Да? Мама на месте себя чувствует, все хорошо. Смотрите, Что? А, цветочки, да? подснежники, настоящие подснежники немецкие. Это чудо просто. А маме понравились больше не подснежники, а русалка. Ну, русалка действительно красивая. Даже не знаю, с какого ракурса лучше. Да. Еще одна статуя. Красивый парень на флейте играет. Так, мама осваивается с этой тележкой. Мамуся, ну попробуй сесть на нее. Да, зафиксируй вот так вниз. Оп-оп. А теперь попробуй присесть. Отдохнуть, так сказать, посидеть. О, удобно? Хорошо? Может, ты привыкнешь, потому что тут все, в принципе, все старенькие люди, они пользуются такими ролляторами и, в общем-то, хорошо себя чувствуют. Я не знаю, просто ты не привыкла к нему. Water crashing at my feet. I saw a blue horizon turning gray. I was wandering looking for a key. Echoes of your love surrounding me. Listen, I've searched high and low, almost gave up, let it go. I should have been standing here alone, but here we are. По дороге в свой городок, возвращаясь, мы заметили какие-то интересные места. Здесь я остановился, чтобы выйти, посмотреть, что это. А это барбекю. Смотрите, это место для отдыха. Столики стоят, ну, такие уже старенькие, почерневшие, лавочки. Сюда люди приезжают, видимо, здесь жарят, костры разводят. Такие интересные штуковины. Походу они вращаются вот так. Там костер горит, там можно так раз повернул на костер. Дощечки лежат. Кто-то здесь что-то готовит. Вот, смотрите. Такие массивные столы. И открывается вид на ветряки. Целая долина ветряков. Так интересно. Но это не самое интересное. Вон там я заметил какую-то башню. Ух ты! А вблизи она выглядит громадной. Ничего себе!
Не зря ее видно издалека. Ого, какая, как летающая тарелка на ножке. Странная штуковина, однако, стоит в лесу. Блин, она впечатляет, конечно. А здесь будка охотника. В таких будках охотники у них сидят обычно. Я нашел одно очень интересное место на скалах. Вот прямо стою рядом с ним. Видите эту лестницу и эту крышу? Кто-то устроил себе здесь какое-то пристанище. Вот прям там. Видите, можно сидеть на лавочке. По лестнице спускаешься и сидишь туда вниз, смотришь. Давайте вместе с вами туда слезем. Сейчас, раз уж я здесь нахожусь. Так, надеюсь, все это здесь надежно устроено. Не упаду и не разобьюсь. Надеюсь, доски не сгнили. Вот она лавочка. Вот она пещера. Вот так здесь можно сидеть и наблюдать вот эту картину. Не знаю, кто это и зачем придумал. Очень неожиданно было для меня здесь найти такое. Смотрите. Вот немцы дают, да? Какая-то беседка на природе. Может, для медитации, для раздумий. Так, надо вылазить наверх, назад. Это все на скале. Как они закрепили? Ну, на деревьях, я так понимаю, все это крепится к деревьям. Такая себе не землянка, не хатка, не знаю, как это назвать даже. Кто это придумал? Очень загадочно. Веревки привязаны такие мощные, чтобы держаться, когда идешь по камням, потому что здесь камни мхом поросшие, можно подскользнуться, полететь вправо-влево, там обрывы отвесные. Ну, кто-то заморочился. Вообще здесь красиво, посмотрите. Солнечный день, еще не зелено, но солнечный день интересно. Так, дальше веревка оборвана, придется выкарабкиваться. Ух ты, скользко. Как красиво, все это мхом поросшее, вот этот пень. Посмотрите, какое чудо. Вот, вид сверху на эту землянку, или как ее назвать, халабуду. Mir scheint, die Worte bedeuten nicht mehr. Freiheit heißt Lauf, doch es klingt nach Verwehren. Pflicht ist ein Haken, der tief in uns greift. Seltsam, dass einer noch Worten vertraut. Ich hörte sie reden von oben herab. Ihre Stimmen vergiften, was Wert einmal gab. Seltsam, dass einer noch klatscht und vergibt. Weniger Leid wär's, wenn keiner mehr blieb. Doch ich sag alles okay, alles läuft wie es laufen muss. Ein unsichtbarer DJ tanzt mit uns und gibt den Takt. Eine Sprache ganz still, ohne Masken, ohne Tricks, ohne die Narren, ohne die Narren, ohne die Grenzen, ohne die Tricks.